4 месяца заняло у нас пробраться через всю Западную Африку, ее дороги, болезни и коррупционеров до границы Габона с Конго. Как вы, возможно, помните, пограничная дорога между Габоном и Конго не самая ровная, но нам повезло, что дождей не было, а значит, мы все-таки могли проехать без проблем. Последним рубежом стал легендарный шлагбаум, открывать который габонские полицейские считают ниже своего достоинства. Пришлось справляться своими силами. Есть 2 страны, которые называют Конго. Так сказать, обычная Конго, в которой мы попали, где столица – это город Браззавиль, и Демократическая Республика Конго со столицей Киншаса. Между 2 Конго при океане находится ангольский анклав Кабинда. Мы планировали добраться в основную часть Анголы менее чем за неделю, проехав все эти 3 территории. Вас когда-либо принимали за китайца? Меня уже да. На выезде из Габона дети кричали на мужчину по-французски китайцы. Видимо, не сильно они различают разные нации белые. Вот так вот приняли нас за китайцев. А теперь мы в Конго. Можете нас поздравить. Конго-Браззавиль визуально выглядит значительно беднее Габона. В селах уже нет машин. Да, в общем-то, там практически ничего и нет, кроме скромненьких деревянных хижин. С самой границей дети, пропуская любые вежливости, переходят к сути послания и громко кричат тебе «Мани!». Отрезок от Габона до города Дализи – это грунтовая дорога, которая была вся в дыму от горящих вокруг полей. Воняет, конечно. А иногда еще нужно преследовать лесовозы в пыли, как мы это уже делали в Камеруне. Но обстановка уж очень атмосферная. Да и природа вокруг радует глаз. Ну и естественно, даже в Африке, сколько бы ни было грунтовки, рано или поздно тебя ждет асфальт. И заправка Тоталь. После целого дня езды в пыли из Габона в Конго мы добрались в город Дализи. Да, грязь тут. На заправку Тоталь, где говорят очень вкусные круассаны есть и кофе. Круассаны впервые увидим со времен Камеруна. Пошли кушать. Круассаны, кстати, были вполне ничего, но контрасты обманчивы. Несмотря на блеск заправки и ровные дороги, люди в Дализи живут не очень. На территории церковного комплекса, где мы ночевали в машине, бездомный ребенок жалобно просил у нас еду. Судя по тому, что он не отказался от хлеба, как это часто бывало в других странах, потребность была реальная. Частенько видно и людей, которые злоупотребляют алкоголем. Еще на границе у Славы клянчили чекушку завсегдатаи сельмага, а в Дализи нас внезапно застала русская речь престарелого чернокожего выпускника Московского университета, который с самого утра причащался и просил оставить ему что-нибудь. Да, экономическая ситуация в Конго, конечно, не очень. Я спрашивал у заправщика на заправке, сколько он получает денег. Он мне сказал 5000 франков в день, это где-то 230 гривен. Кстати, я не знаю, сколько в Украине заправщик получает в день. Если знаете, поделитесь в комментариях. Но, в общем-то, мне кажется, есть выход и надежда на предпринимателей. Маленький бизнес в Конго везде присутствует. И это не только торговля овощами. Есть такие места, где можно за 50 франков, это чуть меньше 1 гривны, взять в аренду мобильный телефон, чтобы кому-то позвонить. Помните, в Украине такое 15-20 лет назад было? Если вы помните и застали, ставьте лайк под видео. Ну а если у вас есть какие-то варианты получше для африканских предпринимателей, делитесь в комментариях. Бедность, правда, не делает страну неинтересной для посещения. Часто даже наоборот, добавляет какого-то шарма и уюта. Посмотрите, например, на эти голубенькие такси. Это же в 100 раз атмосфернее, чем если бы это были какие-то новые Шкоды. Ну и жизнь вся происходит на улицах. Всегда есть зачем понаблюдать. Наверное, вы спросите, откуда же в Конго местами такие ровные дороги, если страна бедная? Ответ прост – Китай. Их присутствие чувствуется еще больше, чем в Камеруне. Как-то странно было увидеть на заправке китайца на BMW X6.
Но потом мы видели и строительные базы с китайским флагом, и такие себе здания с общественными телевизорами, где на стене обязательно упоминалось, что Китай проспонсировал 10 тысяч таких помещений в Африке. Перед границей с Кабиндой мы попросились переночевать на парковке чего-то среднего между гостиницей и рестораном. Вот так выглядит наш завтрак со вкусом, который я вам не передам. Какого авокадо. Я нигде такого не пробовала. Такого мясистого, при этом очень мягкого, ароматного и классного. Завидуйте, потому что вам такого не будет. Или будет, если приедете в Африку. Это точно. Мне кажется, мы только сейчас научились вот так классно наслаждаться любым моментом, потому что жизнь идет, и как мы начинали в первом видео, фильм там уже снимается. В Конго мы провели 2 дня, фактически проездом. После Габона победнее. Опять люди просят все. Очень много людей пьет, что интересно. С самого утра даже полицию мы встретили на заправке в 10:30 с бутылочкой пива, как положено. Не проблема. Как-то все, в принципе, расслаблено, но в то же время бедно. Цены дешевле, чем в Габоне. Можно, что интересно, алкоголь купить дешевле даже, чем в Европе. Виски дешевле, чем в Европе. Страна красивая. Ехали через горы по новопостроенной дороге. Дороги строят китайцы. Много есть пропаганды, что вот китайцы провели в 10 тысяч деревень спутниковое телевидение, например. Последнюю ночь мы провели на берегу океана в таком себе лодже, но жили мы на парковке, в машине. Нам разрешили переночевать за то, что мы покушаем вечером в ресторане. Территория отличная, есть обезьянки в клетке, это жестоко, но можно за ними понаблюдать. Есть собака, воробьи, конечно же, и всякая остальная мелкая природа, которую можно покормить за завтраком. Ну а теперь Конго заканчивается, мы сегодня направляемся в Кабинду, это часть Анголы между Конго и Демократической Республикой Конго. Если повезет, сегодня мы пойдем еще и в Демократическую Республику Конго, где все должно быть еще беднее по рассказам. Посмотрим, что нас ждет. В Кабинде все побогаче. И машины, и дома вокруг. Да и вообще, чувствуется уровень жизни еще с границы. Таможенники уже делают все с компьютерами, а их офисы не хуже какой-то провинциальной украинской IT-компании. Есть один нюанс. Правда, не всегда на границе есть электричество, без которого компьютеры почему-то не хотят работать. Но ничего, нужно подождать, пока запустят дизельный генератор, и все снова начинает шуршать. Хоть Кабинду мы планировали проехать за несколько часов, у судьбы по этому поводу было свое мнение. Человеческим языком судьба нам ничего не сказала. Вместо этого просто что-то начало цокать на ямах в задней части машин. What? У нас очередная поломка, и хорошо, что мы ее увидели в Кабинде. Сейчас пытаемся поменять сальник. Вот. Так что пока остаемся тут. Если это сальник. Но сегодня суббота, не самый благоприятный день для работы. Посмотрим, когда нам и как смогут помочь, и где. Разлетелся сайлент-блок в подвеске.
Сейчас нашли на разборке старый и будем менять. Здесь целый, а там ставим бэушный. Entra. Нашли в субботу ребят, которые согласились помочь, потому что сервис, к которому мы ехали, был уже закрыт. Продолжаем всовывать сайлент-блок. Сняли с машины амортизатор. Делаем с помощью домкрата и остальных инструментов подручных это. Как вы думаете, чем занимается Лена посреди всего этого ремонта? Медитацией. Просветленный человек воистину. Или на пути к просветлению. Алло. Шел третий или какой час, я не знаю, но вид приблизительно не поменялся. Так и ремонтируют. Закончилась наша эпопея с ремонтом. Поставили нам сайлент-блок от какого-то другого использованного механизма. Забили его еле-еле туда домкратами, всякими приспособами. Но главное сделали. Да, надеюсь, до Намибии доедем, а там уже нормально все поменяем. Это Намибия у нас как такой недостижимый какой-то рай, в который мы когда-то попадем и где все целый будет. список вещей, что мы будем делать в Намибии. Где все будет классно. Ну, в общем, поремонтировались и заехали на территорию церкви католической миссии в Кабинде, где нам разрешили остановиться, закемпиться. Не знаю, есть ли здесь туалет или душ, но, по крайней мере, остаться на ночь можно. Надеюсь, завтра в воскресенье граница с Демократической Республикой Конго будет открыта, и мы поедем дальше. Но даже если нет, задержимся на денек, ничего страшного. Спасибо, что были с нами. Привет из Кабинды. Почему мы так нарядились после ремонта машины? Потому что мы хотим пойти и посмотреть на ангольскую свадьбу. Кабинскую. Кабинскую. К сожалению, в церкви была лишь официальная часть на португальском, поэтому попасть на полноценную свадьбу не удалось. Отец Фути, который управляет миссией в Кабинде, оказался очень просветленным человеком. Он сказал нам, что миссия – это не просто их дом, это дом всех людей на земле, независимо от того, во что они верят, или даже если ни во что не верят вообще. Люди с такими взглядами встречаются редко, и это особенно ценно в такой ситуации, в которой оказались мы. Каждое доброе дело, которое мы делаем для посторонних, становится им же примером поступать точно так же. И я уверена, что в вашей жизни были такие случаи, когда кто-то делал вам что-то хорошее. Расскажите в комментариях, и пускай это станет примером для других людей поступать так же. Почему мы такие радостные? Потому что мы идем мыться. Я не знаю, сколько я не мылась, но я очень рада, что я сейчас буду мыться. Нам открыли дом для мытья Casa de Banho. И надеюсь, сейчас мы пойдем в душ. Вроде бы не посреди пустыни, но как-то так сложилось, что последних несколько дней мы ехали и ночевали в неформальных местах, где душа нет. И в то же время есть люди вокруг, поэтому своим не помоешься. Но сейчас, наконец-то, мы туда попадем. В общем, надо было просто попросить ключ.
но состояние было какое-то ужасное, то не хотелось, то не хотелось. И я вам скажу, просто меняйте обстановку, и вот, все сделано, плюс ключ попрошу, и у нас есть открытые двери. Все, пошли мыться. Oh, no! Рано радовались, потому что воды в кране нет. Ищу, где, может быть, эту воду можно открыть. Не очевидно, где это. Оказалось, в воскресенье воды нет. Воскресенье или не воскресенье, воды просто нету, и just accept it. Ничего, завтра помоемся. Говорят, что чукчи моются раз в год, может быть, они что-то знают. Мы вчера попытались пересекти границу между Кабиндой и Демократической Республикой Конго. Оказалось, что в воскресенье граница не работает. Пришлось еще один день провести в католической миссии. Пришлось еще один день провести в католической миссии, и вот сейчас мы будем делать нашу вторую попытку прорваться в Конго, а потом в Анголу. Вообще Кабинда выглядит достаточно прилично, и местами настолько, что можно спутать ее, например, с каким-то португальским городом, не сильно благополучным. Мы в Демократической Республике Конго. Казалось, на границе все любезно, дружелюбно, с даже просветленным начальником таможни, у которого на столе лежало с 15 книг, которые он читает одновременно. Видно по закладкам, которые у него лежат посредине книжечек, в каждой практически. Когда Лена спросила, какая книга самая главная, он достал из-под самого-самого низа, под стопкой многих книг, достал Библию и сказал, вот это самое главное. Что в ней содержится все остальное. Можно прочитать ее, и все будет остальное. Он говорит, я читаю остальные книги с мыслей про Библию. В ДРК, безусловно, красота. В той части, что нам нужно было проехать, все в песчаных тонах. Начали появляться безумно красивые баобабы, а с желтым фоном контрастировала сочная трава. Было меньше людей вокруг, чем мы ожидали, и в целом как-то очень тепло и спокойно было на душе. Все же это ощущение спокойствия было обманчиво, и мы об этом знали. Нас не раз предупреждали, что в Конго-Киншаса очень опасно. В стране очень слабая власть, и она даже толком не контролирует всю территорию. Люди бедные, и криминогенная обстановка довольно печальна. Ночевать в ДРК можно лишь за забором гостиницы с охраной. Если подумать рационально, то это очень странно, ведь ДРК – это одна из самых богатых ресурсами стран мира. Тут добывают практически все – бриллианты, золото, медь, кобальт и даже просто нефть и древесину. Но по иронии судьбы, местным жителям от этого только хуже. Колонизаторы за счет этих ресурсов обогащались, а в наше время за те же ресурсы идут войны между группировками, которые пользуются поддержкой разных, не очень порядочных сторон. Воистину, богатство может стать проклятием, как мы уже видели в Сьерра-Леоне. Пикник на обочине в Республике Конго. Демократической Республике Конго. Оказывается, здесь можно найти место, где людей нет. Когда-то они здесь были, судя по мусору. Но красиво. Сейчас покушаем хлебушка с паштетиком и под чаек. Удовольствие в дороге непередаваемое. Наш перекус французским паштетом. Хлеб с маслом, помидорка. Чай. Чаек. В нашем бункере.
Что скажешь, вкусно? Как мало все-таки в нашем мире справедливости. Красивая природа, богатая ресурсами страна, а люди живут в бедности, подвергаются постоянным эпидемиям смертельных болезней, переживают конфликты. Изменится ли это когда-то? Сможем ли мы в обозримом будущем в ДРК не просто передвигаться от гостиницы к гостинице, а отправиться в глубинку, ночевать среди джунглей и не бояться за свою жизнь? Хотелось бы с надеждой сказать «да», но, к сожалению, я не знаю. Мы чувствовали себя очень спокойно, но я рада, что Слава решил ехать быстро и осторожно, лишь с одной ночевкой на территории гостиницы. Уже покинув ДРК, через несколько недель нас догнала печальная новость. Абсолютно по тому же маршруту, что и наш, двигалась пара немецких туристов на автомобиле. Они остановились на ночь в нескольких километров от городка Бома. Когда стемнело, их пришли грабить. Туристы решили дать отпор перцовым баллончикам, но у нападавших оказался нож, что в результате унесло жизнь мужчины и оставило ранение женщине. Эта новость погрузила нас в грусть не на один день. Да, как бы доброжелательно мы не были настроены к этому миру, в нем есть разного рода люди, и об этом забывать нельзя. К счастью, в ДРК с нами ничего плохого не случилось. Под конец того утомительного дня мы все-таки добрались до моста через величественную реку Конго и заночевали в городе Матади, возле Анголы. Ощущения были, можно сказать, праздничные, ведь это вторая, после Нила, река Африки. В Европе мы не особо задумываемся, как реки усложняют передвижение. Но в Африке мосты – это нечастая роскошь. И только лишь чтобы пересечь этот природный барьер, мы проделали не самый спокойный путь в несколько дней. Только вдумайтесь, река Конго простирается на 4700 километров. Но следующий мост через нее находится аж в 2000 километров вверх по течению. Теперь понимаете, насколько это был для нас драматический момент? Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Впереди вас ждет Ангола. Пока!